В этом видео ты узнаешь, как создать Telegram-бота всего лишь за 10 минут, в том числе на телефоне и без навыков программирования. За столь короткое время мы создадим бота в BotFuzzer и настроим логику бота. Сделаем несколько видов меню с кнопками и командами, настроим обратную связь, и это всего за 10 минут. Почти. Ставь лайкос под видос, на связи Лайкус, а мы начинаем. Итак, для создания бота нам понадобится платформа LeadTech, ссылка на которую будет в описании. Регистрируемся на платформе, регистрация довольно простая. Достаточно указать электронную почту и придумать пароль. Если же вы хотите сменить язык платформы, то нажимаем на иконку профиля «Управление аккаунтом». Затем нажимаем на язык и меняем его на любой. Я сменю на английский. Затем нажимаем «Сохранить», возвращаемся на предыдущую вкладку и обновляем ее. Создаем новый проект или же заходим в уже созданный. Нажимаем «Создать бота». Вводим ему название, его увидите только вы, оно нужно лишь для различия ботов на самой платформе. Затем при желании выбираем тип и нишу бота, но это не обязательно. И нажимаем «Создать». Теперь мы попали в сценарий бота. Ненужные блоки мы можем удалить. Для этого наводим курсор на блок и нажимаем на иконку корзины. В левом нижнем углу платформа нас предупреждает, что нужно подключить бота к Telegram по API токену. Для этого нажимаем «Подключить бот к мессенджеру». Выбираем Telegram, «Добавить аккаунт». Кликаем по ссылке и переходим в BotFuzzer. Выбираем команду NewBot. Вводим название нашему боту. Оно может быть любым и на любом языке. Затем нужно придумать юзернейм. Его будет видно в ссылке на бота или в упоминании бота на просторах Telegram. Например, в чате с другом через собачку. Юзернейм должен быть уникальным, на английской раскладке и заканчиваться словом бот. С большой или маленькой буквы или через знак нижнего подчеркивания. И важно обратить внимание, вы не сможете его изменить в будущем. Поэтому придумываем сразу нормальный. Если появляется такая ошибка, значит бот с таким юзернеймом уже существует в Telegram и необходимо придумать другой. Не пугаемся, если такая ошибка появляется несколько раз. Значит, вы вводите очень популярные комбинации. Если не получается придумать уникальное, можете поиграться с окончанием бот и цифрами. Чаще всего это помогает. Затем BotFuzzer отправляет нам API токен бота. Его мы копируем, вставляем на платформу и нажимаем «Сохранить». Если же вы хотите установить боту аватарку и добавить описание, то выбираем команду MyBots, выбираем созданного нами бота, Edit Bot. Edit Name — это название бота, Edit About и Edit Description — это описание, а Edit Bot Pic — это аватарка бота. На этом отдельно я останавливаться не буду, так как у нас мало времени. Затем возвращаемся в сценарий бота. Когда пользователь запускает бота, первым будет отправляться сообщение, которое будет настроено сразу после блока Start. Поэтому мы нажимаем на кружок на блоке Start и от него создаем блок «Цепочка сообщений». В цепочке сообщений можно создавать несколько текстовых сообщений и прикреплять к нему фото, видео, аудио или документы. Я загружу картинку, после чего добавлю к ней описание, где пропишу функционал бота. Именно это сообщение будет отправлено первым после запуска бота. Но как пользователь будет взаимодействовать с ботом? Это можно сделать двумя способами: с помощью кнопок или же с помощью команд. Использование кнопок позволит нам создать бота в рамках одного сообщения. То есть, когда пользователь будет нажимать на кнопку, сообщение будет подменяться на новое, что визуально привлекательнее горы сообщений в чате. Команды же будут доступны по специальной кнопке меню, где можно будет выбрать команду для перехода в определенный раздел бота. Сначала я покажу, как сделать команды. К кнопкам же мы вернемся чуть позже. Для создания команд нам нужно вернуться в BotFuzzer.
Выбираем команду MyBots, а затем созданного нами бота. Нам нужен раздел Edit Commands. Здесь нам нужно ввести все команды для бота по специальному шаблону. Если что, этот раздел можно будет изменить позже, поэтому не пугаемся. Сначала вводим саму команду. Это тот текст, который будет отправлен от имени пользователя со слэшем в начале. Команда может быть только на латинице и строчными буквами. Здесь же мы слэш не указываем. Затем после знака тире указываем описание команды. Я сделаю команды для 4 разделов. Главное меню, ответы на вопросы, связаться с нами и сделать донат. И также я рекомендую первой командой прописать команду start, чтобы пользователь в любой момент мог перезапустить бота. И теперь, когда мы зайдем в чат с нашим ботом, мы уже можем увидеть кнопку меню с нужными нам командами. Возвращаемся в сценарий бота на платформе LeadTech. Чтобы наши команды работали, нужно сделать следующее. В правом нижнем углу нажимаем на главный сценарий, затем на плюсик. Создаем несколько новых сценариев, которые называем так же, как и будут называться разделы. Часто задаваемые вопросы, связаться с нами и сделать донат. В главном же сценарии по варианту любая другая фраза создаем блок, который будет распознавать команды от пользователя. Переключатель. В нем нажимаем добавить условие, нажимаем редактировать и выбираем сообщение совпадает с текстом. А ниже вводим саму команду точь-в-точь, как мы вводили в BotFuzzer, но вначале указываем знак слэш. Именно знак слэш делает обычный текст командой, если даже пользователь нажмет на команду, отправленную им, она сработает еще раз. Блок переключатель же будет распознавать, что пользователь ввел точно такой текст и перенаправлять пользователя на нужный раздел бота. После условия создаем блок сценарий, в котором указываем нужный сценарий бота. Аналогично делаем для всех команд. Вариант на команду главное меню мы просто соединяем с главной цепочкой сообщений. Теперь давайте настроим сами разделы бота. Для этого заранее наводим курсор на блок переключатель и ставим галочку. Также выделяем все блоки сценарий и нажимаем копировать. Затем переходим в сценарий ответы на вопросы и удаляем существующую цепочку сообщений. Нажимаем правую кнопку мыши «Вставить». Чтобы команды из раздела меню работали, нам нужно вариант любая другая фраза каждой цепочки сообщений соединять с таким блоком переключатель, на случай, если пользователь, находясь в этом блоке, будет выбирать команды. И создаем дополнительный блок сценарий по варианту с главным меню, где выбираем главный сценарий. Блок, ведущий в этот же сценарий, будет работать корректно, его можно не удалять. От блока старт создаем цепочку сообщений, в которую я также загружу картинку и добавлю нужный мне текст в соответствующий раздел. Теперь давайте добавим возможность связаться с автором прямо через бота. Для этого переходим в сценарий обратной связи. Кстати говоря, перейти в любой сценарий также можно, наведя курсор на блок сценарий и нажав на стрелку. Удаляем первую цепочку сообщений. Создаем новую, где я также загружу картинку, а под ней добавлю текст. Для связи с автором напишите сообщение. Пролистываем цепочку сообщений ниже и в разделе «Дополнительно» включаем «Записать ответ в пользовательскую переменную», которую называем «Сообщение». По варианту любая другая фраза создаем блок уведомления для контакта. В разделе «Бот» указываем созданного нами бота, а в разделе «Контакт» себя, если вы уже запускали бота со своего аккаунта. В разделе «Шаблон уведомления» выводим имя пользователя, юзернейм и переменную сообщение. Таким образом, когда пользователь отправит текст, бот отправит вам уведомление с этим текстом. Ответить пользователю со своего аккаунта можно будет, нажав на юзернейм, а от имени бота зайдя на платформе LeadTech в раздел «Сообщения». Если же вы хотите отвечать пользователю прямо через бота, скоро я сделаю об этом отдельный ролик. Если он уже вышел, то появится в правом верхнем углу.
А если нет, то подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить. Чуть не забыл, главное, создайте после блока уведомления для контакта цепочку сообщений, в которой напишите пользователю, что сообщение отправлено. И блоки для команд также копируем в сценарии с ответами на вопросы, возвращаемся в сценарий обратной связи и вставляем. Соединяем вариант любая другая фраза с блоком переключатель. Теперь о том, как сделать меню с кнопками и подменой сообщений. Для этого возвращаемся в главный сценарий и заходим в цепочку сообщений. В разделе меню нажимаем «Добавить ответ», где вводим текст самой кнопки. Кнопки в Telegram бывают двух видов – inline и не inline. Inline кнопки располагаются под сообщением бота и позволяют нам использовать функцию подмены сообщений. Не inline кнопки располагаются под строкой ввода сообщения и могут быть свернуты, что не очень удобно. Если использовать два вида кнопок в одной цепочке сообщений, то перед отправкой сообщения бот будет отправлять 3 точки. Чтобы их не было, нужно использовать только один вид кнопок. Или inline, или не inline. По умолчанию кнопки создаются в не inline режиме, и чтобы их перевести в inline, нажимаем на настройку клавиатуры, выбираем Telegram и перетаскиваем кнопки таким образом. Нажимаем «Сохранить». Теперь кнопки можно соединить с блоками сценарий. Таким образом, кнопки будут работать аналогично командам и переводить пользователя в нужный раздел бота. Чтобы же сообщение всегда подменялось, нужно в каждой цепочке сообщений включить пункт «Подменять предыдущее сообщение в чате». И также желательно добавлять кнопки для возврата в главное меню, где это необходимо. Тогда все будет работать. Но обратите внимание, что подмена сообщений будет работать только при использовании кнопок. Если пользователь будет отправлять команды по кнопке меню, то бот будет отправлять новое сообщение. Если ролик был для тебя полезным, то тогда ставь лайк и подписывайся на канал. Также подписывайся на мой Telegram, ссылка на который есть в описании. Ну а с вами был Лайкус. Удачи!